Арун Суздей, Кампуче. Доброе утро, Кампуче. Арун Суздей, это доброе утро, ребят. А мы едем на рынок, вот снимать контент на рынке. И буквально пока ехали, Эпи остановила торговца корзин. Купим корзинку и уезжаем на утренний базар или рынок, как удобнее. Итак, друзья, мы заезжаем на рынок, где продается все. Как видите, здесь все двигаются на мотоциклах. Свинина висела. А порк how much here? 1 kilo, $5. Свинина в среднем по $5. Ого. Рыба. Вот, кстати, сушеная рыба. Улиточки. Вот это значит, у них рыба такая, она долго лежит и потом подтухает. И такая тухлая рыбешка. Это вот из нее, кстати, с такой массы потом делают рыбный соус. Говядину, как я и говорил, здесь продают мусульмане. Это их специализация. Сейчас я найду своего переводчика. Переводчик мой куда-то уехал. Давай, давай, запаркуйся. Надо походить пешочком, а то на мотике с одной стороны хорошо, но пешком будет более подробный обзор. Так, мы запаркуем здесь мотик, потому что все-таки удобнее походить. Парковочка. Ну а на машине вообще без вариантов сюда приезжать, потому что парковка здесь совсем тяжко. Hello. Happy New Year. Good. Very good. Да, Happy New Year.
lỗ à sao nó làm 4 rượu vậy còn chưa. Это десерты. Mày đi trong này thôi tao ăn thôi lại nè. Chả mà với nhầm tết. Это речной угорь. Тилапия. Речной угорь тоже. Это морские были крабы. Ну, большие рыбы в основном, вот, конечно, тут даже, кстати, даже какие-то карповые присутствуют. Толстолобик. А нет, это не толстолобик, это какой-то сом. Вот этот сом, кстати, очень вкусный. Или это не сом, вот эта рыба. Какая-то она похожа на сома. И змееголовые. Змееголовые, вот что-то наподобие каких-то чебаков. А, да, вот это вот цветочки, вот эти, которые всегда тут в еде часто попадают. Сколько стоит? А что ты купила? Вот она купила, вот она купила, получается, здесь орех, тамарин. А почем рыба вообще? Вот, about of price. Do you want my love? No, I don't want this fish, but that's how much this price? Mong con số mới ấp tên pe năng tên pe khỏi cho thấy nó lộ màn. Đi mẹ. Cha, Vô tầng mua rồi vô tầng sách. tầng mua hả? Tầng mua nó buồn. 1 kilo, $3.50. $3,5 килограмм от рыбы стоит. А вот This one, $2.50. вот та $2 стоит, 50 центов. А вот это, здесь вот, здесь Chưa вот có lắm да? nữa, đi chứ ngay chơi ngay. Да, вот это очень вкусная рыба. Я вот $3 стоит. Такая рыба недорогая, потому что здесь рыбы везде полно. Свинина $5. Грибочки. А почем грибы? This one, I like this one from Cambodia. Anh đi mau Việt Trân, hay là mau Việt Trân đấy thầy bò. Mau Việt Nam Việt Trân là đấy. Anh đi sọc mai á thầy ạ. Cái nào lộ mà. Сколько? Mình phi bán cho một cái lầu. Mình bay nha. Ok. Mình lên chà. Nhưng xong hử hả? This was $3.50. $3,5 килограмм. From Cambodia. Про яйца я вам, ребят, говорил.
Получается, куриное яйцо в среднем от там 80 центов до $1 десяток. Утиные яйца $1.25. Уже очищенные яйца сразу продаются. Морепродукты. А сколько стоит кальмар? Vâng, mắc cái lô màn. Mắc cái lô màn. Bác lúc lỗ 30 này nó 27. Thì bác hai nó còn chia chưa còn. Here, see, here, you know, here more cheap more than in Синовки? Sinovia. Так сколько? Nó còn chia Anh đi bán không đi bán? 30 rồi. It's worth about $8. $8.50. $8,5 стоит кальмары. Да, в Синовкиле стоили по 7, 7. Не может быть в Синовкиле дороже. Вот, кстати, скумбрия. Скумбрия, ребята, с северных российских морей. Сюда привозят скумбрию. А сколько стоит килограмм скумбрии? Вот эта рыба. Anh ấy là bóc mai nhé mọi người. Nó ngon tới đâu vậy? Đâu vậy? $3.50. $3,5. You want? I buy next time. Special from. Я покупаю здесь скумбрию, просто засаливаю ее, чтобы хоть как-то не терять связь с родиной. А селедки здесь нет, а вот скумбрию здесь засолить можно. И, кстати, получается неплохо. По ценам зелень вот получается где-то около $1 килограмм, там где-то $1.25. Все по килограмму. Конечно, зелень здесь достаточно дешевая. С помидорами здесь тоска, честно. Помидоров здесь хороших нет. Вот. Просто не особо они тут выращиваются, у них помидоры. В среднем где-то там по $1 с небольшим помидорчики. Я здесь один иностранец, поэтому на меня все смотрят. До этого рынке. Один вообще. Ни одного не встречал еще. Другого. Помидоры здесь не вкусные, да? Да, помидоры. Сколько стоит вообще помидор? Так, ну, в общем. About 2,000 real, 50 cents. А, вот, ребят, по помидорам всего 50 центов. Ханимун, да? Озерные креветки вот мелкие у них. Anh ấy thay xe thay gì một thằng này. Cả băng với sản phẩm thay xe thay gì một. Đây. О, кстати, это личинки такие. И очень сильно не любят кузнечку. О, и ребята, и змеи еще. Вот змеи. А, it's a dangerous snake or not? Это обычные болотные ужи. Вот. Ну и лягушки. И лягушки. Большие жабы. Ой, змея еще даже вот живая. А how they cook? Sup.
Делают суп, короче. Но это уже эксклюзив. На самом деле здесь такого мало продается. Это эксклюзивные вещи. Вот, что вот это, и вот это, и вот это, и вот это одна точка, ребят. Одна точка вот на всем большом. Так что это одна точка. Вы не подумайте, что здесь постоянно едят насекомых. Насекомые это определенно дорогое удовольствие. Потому что их же надо собрать там как-то. Так что проще там рыбу какую-то поймать или мясо, свинину приготовить. Вяленое мясо. И это... This is beef. Beef. How much beef? 1 kilo. Вот такое мясо, получается, говядина стоит $10. 10 долларов. А вот так они его еще вялят. Вот Эпи, когда в России, она всегда вялит российскую говядину. Но российская говядина 100% вкуснее, 100% лучше. Все-таки здесь с говядиной достаточно тяжеловато. Да, и самое главное, меня спрашивали, есть ли здесь баранина. Есть только в супермаркетах, дорогая, по $20 килограмм, по 25, новозеландская, замороженная, никакая. Ну, замороженная это никакая. Я просто баранину сам обожаю. Делаю с нее дома всегда разные блюда, когда в России нахожусь. Здесь баранины нет, я скучаю. Ну, пойду как-нибудь в супермаркет, отыщу. Вам, кстати, сделаю обзор еще на супермаркет, так что увидите. И сделаю эту баранину здесь. Накормлю соседей. Но соседи ни разу там одни баранины не пробовали, но здесь нет. Специи, травы, конечно же, чили всегда. Это с пальмы фрукт. From palm, right? Да, вот такой вот фрукт. Очень интересный такой вот. How much? $2,5. Плюс у них еще есть вот такие вот их местные типа апельсины, да? Но они какие-то такие плотные, и мне они не особо нравятся. Я, кстати, сделаю отдельный обзор на фрукты. Мы пойдем на фруктовый рынок, и там их будем покупать. Здесь в большей степени рынок. Слушайте, ну вот это вкусно. Вот это. Бэби, если снять. Слушайте, вот это вообще вкусный апельсин. Я прям сейчас говорил, что они невкусные, они на самом деле вкусные. Вот эти. Но, видать, все зависит от того, где растут. Это местные. Местные апельсишки. Сколько килограмм? $3 килограмм. И вот еще какой-то. Это такой плотный фрукт. Я даже не знаю, как он называется. Не сладкий. Слегка мята внутри отдает, слегка. Но не кислый. Такой нейтральный вкус. Ну, тоже, говорит, полезный фрукт. Просто мне тут кто-то сказал, что там вот на завтрак не едят ни фруктов, ничего, фруктовая страна. Да едят тут все. Тут едят вообще все.
Это сои ростки. А вот сама соя. Тофу из сои. Морковка и редька здесь получается где-то по 100 рублей килограмм. Морковка дорогая. Огурцы $0,50. О, ребят, вторая точка со змеями. Есть у них вот эти колбасы. Ну, колбасы очень специфические на вкус. Мне они вообще не нравятся. Наша колбаса вкуснее, 100%. Вот это вот что-то наподобие киви, но это не как киви. Вот такой фрукт тоже есть. А здесь помочь? Сколько стоит вот это? Вот это. $1 килограмм. Вот по курицам здесь, смотрите, они все в основном домашние. Все, что фабричное, это замороженное. Поэтому покупают домашних курей. Так что здесь популярна очень домашняя курица. $3,5 килограмм домашняя курица. Ну, они вкусные. Также вот у них тут сразу и кровь продается. Вот эта кровь ферментирована, это приготовленная, точнее. Ну, куры все свежайшие. С сегодняшнего дня они забивают их, получается, в ночь, под утро. И с утра торгуют. Вот очень у них популярна вот эта вот рыба. Она копчено-сушеная. Такая вот мелкая рыбешка. В салат ее добавляют. Кокосовая хрустка, ребята. Ну, специи всевозможные. Их здесь везде.
Также тут у них и одежда. Обратите внимание, видите, у них здесь все как бы все вперемешку. И текстиль, и еда. Тут же вот и золото. Золото, видите, как защитная сетка, клетка. Очень много, конечно же, всяких овощей и вот все, что с этим связано. Потому что и корнеплоды разные, вот и типа и редьки какой-то, и тыква есть. Это лайм. И утята маленькие есть, и какие-то прям здоровые там утки. Ананасы по $5. Ананас это здесь везде растущий фрукт. Это кишки свиные, уже очищены, помытые. Hello. Дети везде одинаковые. Чили, ребята, $2 килограмм. Мы когда в России покупаем чили, вот в Окее 100 грамм стоит 100 рублей. Иногда 130 уже такого вот чили. Понятно, его привезти сложно. Это авиадоставка только. Авиадоставка дорогая. Чеснок $1.50. $1.50. А это from Cambodia garlic? Or from China? China. А, так это китайский или вьетнамский. У них тут как бы с чесноком, наверное, тоже сложности по выращиванию есть. Свой местный, наверное, чесночок есть, но он достаточно дорогой. Здесь все в земле, ребят. Земля, под рис и сама по себе почва. Как бы так, что здесь с сельским хозяйством у них есть определенные свои моменты. Друзья, ну я надеюсь, вам понравился этот обзор. Хотел сразу разбить несколько стереотипов. Вы видели, что здесь только было 2 места, где продавались там лягушки, змеи и какие-то там насекомые. Поэтому по факту это достаточно эксклюзивная еда, чтобы вы понимали. Здесь на каждом углу это не едят. Не едят. Обычные люди едят такую же обычную еду. Свинину, говядину, курицу, рыбу. Рыбы, кстати, очень много, как видите, потому что они, вот у них в культуре это рыба речная и озерная, очень много. Конечно же, еще есть морепродукты, но морская кухня все-таки она туда, поближе к югу. Вот. Хотя, на самом деле, сколько поближе? Здесь до моря 200 километров. Что до Кэпа, что до Компота, что до Синоуквиля. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Друзья, обязательно поставьте комментарий, поддержите лайком. Ждите новых видео. Всем удачи, пока. Так, а меня уже ждет мой водитель. И мне надо ехать, будет держать вот эту корзинку. Корзинку с продуктами. Все, поехали? Да. Поехали. Поехали. Уток, кстати, много. Уток здесь прям вообще в достаточном количестве. Но едят они уток. У нас, конечно, уток поменьше на порядок.
คุยกับเฟกมดตะใส่แกะกาวมันนะอ่ะกาว Ai đang ở ta. Ôi. Ôi, thiệp đang nhâm thiệp ngang rồi. เทียบมวยให้ Вот так на мотике подъехал и купил. Сладости. Ну, они такие по вкусу, ребят, специфические эти десерты. Я их не особо люблю. Все-таки по сладостям наши все северные страны превосходят азиатские. В Азии сладостей вкусных практически нет. Опять же, на мой взгляд, я для себя ничего здесь такого вкусного не нашел со сладостей. Десертов ничего. Фрукты, понятное дело. Или какая-то там остренькая интересная еда. А по сладостям не такие они. Какие-то не сладкие.